Всем привет, меня зовут Таня, это мой видеоблог, добро пожаловать, я из Украины и I'm the Echelon. Звучит как сообщество анонимных, но всем знаем, что это культ. Окей. Такое огромное событие в мире музыки, как релиз от группы 30 Seconds to Mars нового альбома под названием «Америка» 6 апреля 2018 года, конечно же, не мог пройти мимо моего канала. Я уже послушала этот альбом, мою реакцию, первые эмоции без слов, просто прослушивание вы можете посмотреть в видео, которое вышло ранее, также я его прикреплю снизу, это все можете найти. Но в этом видео мы обсудим всю хронологию, реакцию, мнение. Поэтому, если вам интересно, заставка и начнем. Итак, давайте по порядку восстановим хронологию событий, как все было. Итак, спустя 5 лет, да, 5 лет, группа 30 Seconds to Mars выпустила пятый студийный альбом под названием «Америка» 6 апреля 2018 года. И это спустя 5 лет. 5 лет. После Love Last Fade Dream в 2013 году. Итак, 22 августа 2017 года мир увидел первый ведущий сингл под названием Walk on Water. И, конечно же, в эту секунду набежало множество YouTube-критиков, и обосрали все вокруг своим мнением о том, что группа уже не та, это уже не рок, и вообще скатились, что за Imagine Dragons. Но, Джаред, помоги. Спасибо. И, конечно же, многие в этой песне увидели политический посыл, что было опровергнуто самим Джаредом после. Он сказал, что, конечно, ему не безразлична судьба Америки. Также ранее Джаред тоже говорил о том, что не совсем поддерживает нового президента Америки и что всем нам нужны перемены. И неудивительно, что это перемены не только в политике, в жизни Америки, но и в музыке, о чем было нам известно еще в 2015 году, когда Джаред в лице всей группы сообщал о том, что он хочет экспериментировать и находить новые стили, новые звучания, идти вперед со временем, потому что... Спасибо. Конкретно меня не удивило так сильно новое звучание песни, потому что если вы слышали Love Last Fade Dream, то Walk on Water практически не отличается по звучанию. Она такая же взрывная, такая же более попсовая, и в принципе она очень хорошо заходит на концертах, они уже в туре, уже ее исполняют, и после того, как вышли новые песни, вышел альбом, многие все же сказали, что Walk on Water одна из лучших песен нового альбома. Неудивительно, что именно она стала ведущим синглом и открывает альбом, в который, кстати, вошло 12 песен, включая 2 фита с рэпером Асап Роки и с поп-исполнительницей Холзи. А также есть еще один трек, который исполняет не Джаред, а Шеннон, его родной брат. Но давайте все по порядку. Следом за первым синглом мир увидел клип на песню Walk on Water, конечно же, в которой вышли кадры, снятые 4 июля, это День независимости Америки, и также сообщается о том, что скоро выйдет сам фильм, в который вошли эти и другие множество кадров, и группа сейчас Mars Cross America делает такой мини-тур, общается с людьми, с американцами, все это войдет в фильм «Один день жизни Америки», который группа собирается представить летом этого года. Но уже в этом клипе была оставлена подсказка о том, как же все-таки будет называться альбом. Вы увидели? Сейчас, секунду, вот здесь. Тут. Ближе. Когда я это увидела, я подумала, что альбом будет называться Warning. То есть как осторожно. Ну, знаете, там вызывает привыкание. Но нет, нужно было смотреть выше. Вот оно название Америка. И уже стало это официально известно со вторым
синглом от группы под названием Dangerous Night, которая вышла в январе прошлого года. Критики оценили этот хит немного ниже Walk on Water, то есть как им раньше не нравилось Walk on Water, но когда вышла Dangerous Night, то уже Walk on Water и ничего было. Хотя мне понравилось, что одна песня, что вторая. Я вообще не понимаю, почему люди так критически не воспринимают такую музыку. Да, 30 Seconds to Mars изначально рок-группа, но серьезно, после первого альбома, который совершенно практически не зашел зрителю, более роковое они ничего не делали. И уже второй альбом был более легкий, в котором был The Kill, которые и принесли группе всемирную известность и популярность. И что второй, что третий, четвертый и этот пятый альбом, они в принципе уже с каждым разом становились все более легкими, более попсовыми. Но, конечно, этот пятый альбом немного отличается с добавлением большего количества битов и большего количества такого трэпа немного, я бы сказала так. Следующая песня, которая вышла, это был фит с рэпером A$AP Rocky, One Track Mind, но по факту она стала 4-й песней в альбоме. Это было неожиданно, звучание совершенно иное, немного такое электронное. Да, мне это напомнило, конечно же, новую школу рэпа, даже немного Lil Peep, немного на трек Band's Track, и возможно еще потому, что обложка самого трека была исполнена в черно-розовых тонах. Новая школа рэпа, они как-то возвращают эмо-рок, поэтому такое исполнение, такая песня, она очень сильно выбивается с общей картины, но тем не менее эксперименты и, конечно же, хотя для меня музыка, и музыка в том числе 30 Seconds to Mars, имеет 3 основных направления определений. Это, безусловно, музыка, которая принесла больше всего изменений в новом альбоме. Вокал, который Джареда, как бы понятно, ранее никто не думал, что может еще кто-то петь в группе 30 Seconds to Mars, но оказалось и может. И, конечно же, смысл песни. Смысл песен практически не изменился. Группа все так же топит за Dreams, Believe, War. Об этом мы еще поговорим позже. Но, тем не менее, смысл песен остался тот же. Голос изменился, немного стал более электронным, ты плюс добавился Шеннон, поющий. По музыке, да, больше всего изменений. Меньше гитарных соло, меньше барабанов, больше электронщины, больше трэпа. Rescue Me. 4-я песня, и она, честно говоря, мне зашла больше всего. Не знаю. 4-я песня мне очень сильно понравилась. Наверное, после Walk on Water из всех 4, которые вышли до релиза альбома, Rescue Me мне нравится на уровне вот больше всего. Да, очень круто сделана песня, она классно запоминается, просто. Максимально я плюсую за эту песню, безумно понравилось. Эти 4 песни были опубликованы, известны еще до релиза альбома. Непосредственно альбом «Америка» вышел, как я уже говорила, 6 апреля 2018 года. Обложка альбома. Ранее Джаред, когда еще думал над обложкой сингла Walk on Water, оставил вот такое. И не нашел ничего лучшего, чем салфетка. Но слава богу, обложка альбома есть что обсудить. Казалось бы, что может быть проще? Эта обложка сделана в Paint, но нет. Это было создано при помощи Вилла Перрона. И, кстати, альбом имеет не одну обложку, а несколько вариаций с выбором цвета и с множеством списков. Как говорит Джаред, списки являются такой себе временной капсулой, посмотрев которые можно определить некоторые стереотипы и то, что происходит сейчас. Поэтому на обложке есть знаковые американские имена, самые трендовые темы, узнаваемые сокращения агентств, самые опасные виды спорта, самые высокооплачиваемые ютуберы и еще
еще множество других списков. А также группа предоставила возможность своим фанам и всем желающим создать свою собственную обложку, для этого создав специальное приложение, где можно выбрать и цвет, и написать свой список, который отображает ваше видение Америки или чего-либо еще. Поэтому я вам тоже оставлю это в описании, очень интересно, попробуйте, можно создать, запостить. Все эти 4 песни уже были известны до официального релиза альбома, и все они у него вошли, и поэтому неудивительно, что 5-й трек Monolight — это интро нового тура, который уже идет в поддержку альбома, и скоро он дойдет и до нас, до Украины, я очень жду. Мощное начало, такое прям чувствуется, что это Марсы, возвышенная такая, я бы даже сказала, музыка, такая сильная, очень напоминает Bird, который открывал Love Last Fade Dreams, это предыдущий альбом. Monolight очень сильно так интригует, как раз в начале новых песен, которые еще не слышали ранее, поэтому 5-й трек — это интро, окей. 6-й трек Love is a Madness совместно с Halsey, поп-исполнительницей, один из самых, наверное, необычных тоже, опять же, треков, потому что ранее группа исполняла каверы женских песен, Рианы, Леди Гаги, мне кажется, но в дуэте я, мне кажется, не слышала, поэтому очень круто это реально звучит, крутая песня, необычная, класс. Мне понравилось, да, это было прям, ну, круто. Круто. Вот это крутой трек, правда. 7-й трек Great Wide Open, он более лирический, более похожий мне где-то даже на Kings and Queens. Не знаю, прям аж, вот, не знаю, вот такой вот трек. Очень хорошо звучит там голос, безумно красивый трек, похож по стилистике на 4-й альбом, поэтому мне очень понравилось. 8-й трек High to the Victor, один из самых мощных треков этого альбома. Он такой прям с сильными акцентами, прям вот чувствуется, что Марсы, но в середине начинается непонятный трэп, дабстеп. Очень неожиданно, когда трек подготавливает тебя к какой-то мощи, и на самой кульминации этого трека включается трэп, но тем не менее рвет, да, рвет очень хорошо. Следующий трек под номером 9 Down Will Rise открывает французский язык. Девушка, такое мы тоже ранее видели в предыдущем альбоме, и говорит она опять же о переменах. Одна из самых медленных, более лирических, более грустных, она практически проходит вся в одном тоне, и она мне не очень сильно запомнилась. Из всех 12 песен она как-то, как по мне, немного слабовата остальных на фоне других песен. Также здесь есть такие слова, как change or die, то есть ранее было do or die, здесь change or die. Там было более подрывная, такая do or die, сделай или умри. Здесь более монотонно, более депрессивно, change or die, изменись или умри. Вот такая идеология. Следующий трек под номером 10 это Remedy. Когда я его услышала первый раз, я не поняла, что происходит. Я никогда бы не подумала, что это поет Шеннон, и даже сейчас я сомневаюсь. То я думала ранее, что если бы Шеннон пел, то это был бы более низкий голос. Здесь же он более такой сладкий. Песня очень простая, под гитарку, там плюс-минус еще какой-то инструмент, но тем не менее сделано все очень лайтово, такая вот перебивка. Интересно, будут ли они исполнять эту песню на концертах. Лично я очень хочу это услышать, увидеть вживую. Вероятно, пока Джаред где-то уйдет переодеваться или отдохнуть, может выйти Шеннон, попеть. Люди радуются, все круто, все в шоке, да, пусть поет ее на концерте. Live Like a Dream, опять же, подрывная, взрывная, мотивационная песня от группы 30 Seconds to Mars, такая прям в их стиле, в стиле 4-го даже более альбома. Нравится мне, когда Джаред заставляет петь зал, а в этой песне это реально. Закрывает альбом песня Rider, одна из самых коротких после интро, после Monolight, и она очень красивая песня, правда, там есть очень красивые такие
звуки как труба, и она так как-то очень мелодично там появляется, как-то аж даже слезы наворачиваются, когда слушаешь эту песню, но очень настораживают слова этой песни You will miss you when I'm gone. Вы будете скучать, когда я уйду. Даже не вздумайте никуда уйти. Чем вы вообще? Я до сих пор скучаю после последнего концерта, на котором была, который был 3 года назад. О чем ты? Конечно, we will miss you. Даже не вздумайте уйти из музыки или когда-либо еще. Очень грустная песня. Если это будет последняя песня на концерте, то вообще я это не переживу. Очень безумно красивая, но надеюсь, это не серьезно. Перестаньте уходить. Я была в депрессии до того момента, как вы объявили о новом туре, о том, что вы возвращаетесь. Я уже в депрессии о том, что через несколько дней будет концерт у нас, и я на него попаду, а что будет со мной после? Не вздумайте даже никуда уходить. Это прекрасный альбом, это что-то новое. Это Джаред, помоги. Спасибо. Нужно двигаться вперед и воспринимать новую музыку. Некоторые песни мне понравились больше, некоторые меньше. Конечно, они под настроение, под разные ситуации, но этот альбом очень круто слушать в пути, мечтать, что-то думать, придумывать. Альбом однозначно зашел. Не понимаю, почему так много критики, так много непонимания. С каждым альбомом, который выходил, говорили, что предыдущий был лучше. Вышел 3-й альбом, второй был лучше. Вышел 4-й альбом, 3-й был лучше. Вышел 5-й альбом, конечно, 4-й был лучше. Вот, выйдет 6-й альбом, и, конечно же, все скажут, что 5-й был еще ничего. По звучанию, по музыке он изменился, голос Джареда остался прежний, превосходным, есть и скримы, есть и более лайтовые части. Для меня, в принципе, все, что поет Джаред, именно его голосом, мне кажется, что это уже стиль Марсов, потому что реально никто не может его повторить, никто не может его спеть песни так, как поет он, и поэтому все, что бы не пел Джаред, чтобы это не было, в каком бы это стиле не было, все равно для меня это будет стиль 30 Seconds to Mars. Ну, извини. Для меня лично выбивается из общего альбома это только Remedy. Это такой приятный сюрприз от Шеннона. Ну, пусть будет. Окей. По тексту ничего не изменилось. За что мы любим группу 30 Seconds to Mars? Это за мотивацию, за вдохновение, за Believe in Your Dreams. Окей. И я даже специально не поленилась и по тексту выписала, сколько раз повторяются некоторые слова. Вот, например, больше всего во всем альбоме повторяется слово love 39 раз за весь альбом. Believe 24 раза. Dream 16 раз. Devil 3 раза. Hell 1. Demon 7. Fire 8. Fate 2 раза. War 6 раз. Lies 3 раза. Never 13 раз. Die 7 раз. God 3 раза. Change 13 раз. Life 7. Rise 7. Hurt 7. Live 11 раз. И Save 11 раз. Все песни Марсов, они как построены. Они берут мотивационный текст и берут одно какое-то слово или словосочетание. Например, тоже Remedy или Rescue Me. И много раз его повторяют. И все это окутывает смыслом, мотивацией и, конечно же, адлибами. Это было и ранее, но Марсы просто мастера адлибов. Они есть в каждой песне, и не только этого альбома, но и предыдущих. И я специально даже с каждой песней вырезала. И вы поймете, что каждая песня ассоциируется с этим адлибом. То есть, когда мы слышим эти звуки, мы сразу понимаем, какая песня имеется в виду. Поэтому вот. Не благодарить, не благодарить. Мне нужно было время, чтобы
послушать несколько раз каждую композицию, чтобы понять, о чем она, чтобы понять, нравится она мне или нет. Поэтому я сняла отдельное видео, вот такое было мое experience нового альбома, и мне очень он понравился. В принципе, да, есть очень классные, достойные треки. Пишите обязательно в комментариях, как вам новый альбом, понравился ли он вам, пишите, какие треки ваши любимые. И также не забудьте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми их увидеть. А также скоро выйдет влог на моем канале из посещения мной концерта группы «Столица как-то Марс» в рамках Monolight Tour в Украине, в Киеве. Ну а вам я, как всегда, желаю вдохновения.